Вы меня регулярно просили в комментариях сделать видео о том, как готовить древесные грибы, или как их еще называют, грибы муэр. Конечно же, я не мог пройти мимо этой просьбы, так как я сам люблю готовить из них салат, либо какое-нибудь горячее мясное блюдо. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Древесные грибы популярны во всей Юго-Восточной Азии, но особо широко известны блюда с ними в тайской, японской, китайской и, конечно же, корейской кухнях. Эти грибы очень полезны для здоровья. Считается, что они очищают верхние дыхательные пути, снижают уровень кислотности и холестерина в организме, улучшают состав крови и способствуют нормализации артериального давления. Также они богаты белком, витаминами и микро- и макроэлементами. В общем, их надо есть, друзья. Я перечислил не все полезные свойства данного продукта, я думаю, вы и сами сможете почитать о них в интернете, ну а я вам сегодня покажу свой любимый рецепт вкуснейшего салата из древесных грибов. И прежде чем мы начнем, друзья, очень важная новость. Я подключил функцию спонсорства, и теперь у вас есть возможность поддерживать мой канал. Эта опция сугубо добровольная, и если вам нравится мой контент, то для вас доступно два уровня подписки, которые содержат в себе не только мою огромную благодарность, но и дополнительные бонусы для вас. Дополнительно на канале работает еще функция «Супер спасибо», ну а в описаниях под роликами теперь будет всегда доступна ссылочка на донат. Я каждый день получаю от вас приятные комментарии, которые меня очень вдохновляют и заряжают энергией. Спасибо вам большое, надеюсь, с вашей помощью я смогу больше времени уделять каналу и чаще снимать для вас вкусные видеоролики. Ну а теперь начинаем готовить. На экране вы видите все необходимые ингредиенты. Можете остановить видео, сделать скриншот, либо спуститься в описание под роликом. Там тоже есть этот список. Итак, начинаем с грибов. Нам нужно взять глубокую миску, поместить туда древесные грибы и залить их теплой водой. Нужно оставить их примерно на час. Друзья, по поводу количества. Чтобы было максимально понятно, я их взял один стакан объемом 250 мл. Древесные грибы обычно продаются в сушеном виде, поэтому поначалу всегда кажется, что их мало. Но это не так, потому что после замачивания они увеличиваются в объеме в 6-8 раз. Продаются они обычно вот в таких вот больших пакетах, либо вот в таких вот маленьких коробочках, которые похожи на спичечные. Если у вас такие, то на этот рецепт вам хватит 2-3 коробков. Пока древесные грибы лежат в воде, мы подготовим остальные ингредиенты. Начинаем с репчатого лука. Нарезаем очень просто, как обычно, перьями. Морковь нарезаем сначала на тонкие пластины, а уже потом шинкуем соломкой. Вообще, если хотите, то можете нарезать так, как вам удобнее. Болгарский перец разрезаем. Убираем семена. А далее также нарезаем соломкой. Чеснок по традиции просто измельчаем. Можете воспользоваться чеснокодавкой, а можете сделать это с помощью ножа. Друзья, вариант нарезки можете смело менять. Вообще в данном салате мы будем нарезать грибы не мелко. Мне так больше нравится, на мой взгляд, они так вкуснее. Поэтому все остальные овощи тоже можете нарезать крупно. Так салат получится более однородным. Итак, прошел час. Наши грибы разбухли. Я их хорошо несколько раз промыл под холодной водой. Далее нарезаем. Режьте напополам, но сильно мелко не режьте. Если имеются твердые части, обычно это их точки роста, ножки, грубо говоря. В общем, их отрезаем. Переходим к следующему шагу. Итак, включаем плиту, разогреваем сковороду, добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла и выкладываем жариться репчатый лук и морковь. Регулярно мешайте, чтобы ничего не подгорело. Жарьте примерно 2 минуты. Морковь и лук станут мягкими. Самое время добавить специи. Добавляем 1 чайную ложку молотого кориандра. Далее 1 чайную ложку черного молотого перца. И примерно половину столовой ложки красного перца качукару. Если хотите острее, добавляйте больше. Если не хотите острый салат, тогда не кладите вовсе. Все хорошо перемешиваем, жарим на умеренном огне минуту. После добавляем болгарский перец и следом древесные грибы.
Друзья, долго жарить их не надо. Наша задача состоит лишь в том, чтобы они пропитались ароматами специй, которые впитало в себя масло. Регулярно мешаем. Примерно через 2 минуты добавляем 4 столовые ложки соевого соуса. Далее 1 столовую ложку рисового уксуса. Хорошо перемешиваем и жарим так еще 2 минуты. Если хотите, то можно добавить соли по вкусу. У меня вышло 2 хорошие щепотки. В самом конце добавляем измельченный чеснок и жарим еще буквально минуту. Не забывайте регулярно перемешивать. Все, закуска из древесных грибов готова. По желанию можете добавить чайную ложку кунжутного масла и украсить кунжутными семечками. Перед тем, как подавать на стол, желательно дать салату настояться хотя бы пару часов. Приятного вам аппетита! Друзья, как видите, рецепт очень простой и быстрый, ну если не считать время замачивания грибов. Вообще древесные грибы не обязательно жарить. Можно их хорошенько отмочить, потом несколько раз промыть их под холодной водой, добавить обжаренные овощи со специями, заправить, все хорошо перемешать, дать настояться пару часов и уже потом кушать. Так грибы получаются более хрустящими. Также, если захотите более мягкий вкус, то можете во время обжаривания добавить 1 чайную ложку сахара, ну либо кукурузный или рисовый сироп. Количество красного перца тоже варьируйте так, как вам больше нравится. Часто можно встретить вариант этого салата без болгарского перца, и вы тоже можете его не добавлять, это чисто на ваш вкус. Но лично я люблю это блюдо именно в таком виде. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Если это видео наберет 2000 лайков, то я покажу еще один вкусный рецепт с этими древесными грибами, но только это уже будет полноценное горячее блюдо с мясом. Поэтому не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на канал, писать свои комментарии и, конечно же, жать в колокольчик. Напоминаю вам, что если вы хотите поддержать канал, то можете стать спонсорами, либо воспользоваться функцией «Супер спасибо». В описании под роликом, кстати, будет также доступна ссылочка на донат. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока.